Жаркое предутреннее солнце только поднимается над плато Гизы, когда команда археологов разбивает лагерь у самого подножия Великого Сфинкса. Обычная работа по очистке древних песков кажется рутиной. Кисти, лопатки, небольшие щетки, осторожные движения, чтобы не потревожить ни одного фрагмента истории. Вдруг один студент-ассистент замечает еле заметное проваливание песка около левой лапы гигантской статуи. Никто не придает этому значения, ведь под песками вокруг сфинкса не раз находили остатки древних ритуалов и мелкие артефакты. Но спустя несколько минут песчаное пятно увеличивается, слой за слоем уходит вниз, будто черная дыра затягивает сами камни фундамента. Руководитель группы, опытный египтолог, подходит ближе и, убрав немного песка, натыкается на каменный блок с почти незаметными рельефами. Поверхность покрыта трещинами, но, к удивлению всех, он отличается по цвету и составу от известняка, из которого вырезан сам сфинкс. Это не часть изначального основания, а что-то вставленное, словно пробка в бутылке. К тому моменту, когда собирается вся команда, становится ясно, камень был кем-то намеренно установлен и засыпан сверху веками песка. Начинаются срочные работы по аккуратному удалению песка и пыли. Археологи меняют кисти на специальные деревянные лопаточки, чтобы не допустить повреждений. Плотность песка выше обычного, словно его чем-то укрепляли. Еще через час удается расчистить участок размером примерно в 3 ярда. В этот момент один из рабочих, надавив на край плиты, чувствует, как она поддается. С глухим щелчком камень слегка сдвигается в сторону, под ним появляется черная пустота, из которой веет холодом и затхлым запахом. В этот момент начинается настоящее столпотворение. Несколько членов группы поспешно достают фонари и спускают внутрь первый кабель с видеокамерой. На экране появляется изображение загадочного коридора, уходящего вниз под углом. Стены выложены гладкими плитами, на некоторых из них видны непонятные символы и резьба. Никакой пыли, будто никто здесь не бывал тысячи лет. Воздух внутри тяжелый, влажный, но совершенно неподвижный, словно подземелье было тщательно закупорено и никогда до этого дня не открывалось. Руководитель экспедиции требует полной тишины в лагере и приказывает никому не сообщать о находке без его разрешения. Все телефоны сдаются, точки доступа к интернету перекрываются, ситуация становится напряженной. Вся команда охвачена паникой и восторгом. Никто из живых людей раньше не ступал в этот коридор, а сама его конструкция не похожа ни на одну известную гробницу или тайный ход в Египте. Умолкнувшие археологи переглядываются. Они понимают, что могут сделать открытие, равное по значимости разгадке гробницы Тутанхамона. Через несколько минут принимается решение отправить внутрь механический дрон с камерой и датчиками. Пока специалисты готовят оборудование, по периметру выставляются охранники. Одновременно кто-то из старших сотрудников замечает, на случайно вспаханном куске песка виден короткий след, будто кто-то спешно пытался засыпать или скрыть сам момент смещения плиты. Но песок слишком рыхлый, чтобы что-либо определить точно. Сопровождающее исследование приводит к новой детали. Датчики фиксируют слабое эхо подземных пустот, уходящих глубже под сфинкса, чем считалось ранее. Кто и когда создавал эти камеры, остается неизвестным. Несколько ученых немедленно проверяют древние чертежи и хроники. Ни в одной из них нет упоминания о подобных коридорах или скрытых помещениях под лапами сфинкса. В этот момент дрон готов, его аккуратно опускают вниз по коридору. Через его объектив команда впервые видит, впереди в тусклом свете возникают очертания массивной двери, украшенной загадочными символами и рисунками. В камере царит полная тишина, только глухие металлические щелчки механизмов дрона нарушают мертвое спокойствие. Но прежде чем исследователи успевают отправить кого-то внутрь, раздается короткая радиограмма из Каира. Власти требуют немедленно прекратить любые работы до официального разрешения. Вся команда замерла. Что же скрывается за этой дверью, если государство так быстро вмешивается? Остается только ждать и надеяться, что случайное открытие не превратится в запретную тайну, которую никто больше не увидит. А тем временем никто не подозревает, что загадка становится еще запутаннее, ведь скрытый коридор оказался лишь первым шагом к гораздо большему открытию. Когда первая паника спадает, команда в спешке приступает к тщательному осмотру найденного коридора. Высота прохода чуть меньше 6 футов, стены идеально ровные и будто отполированные, без характерных следов древней кладки. Только пыльца и слегка влажный налет свидетельствуют о времени, пронесшемся за этими камнями. На свет фонарей проявляются странные вдавленные полосы, уходящие к массивной двери впереди. Словно кто-то или что-то волокли по полу тяжелые предметы или использовали рельсы для перемещения саркофагов.
Из прихваченного оборудования достается портативный анализатор воздуха. Внутри почти нулевая концентрация пыли, высокий уровень углекислого газа и непривычно влажная атмосфера. В стенах отсутствует отверстие для вентиляции, значит, коридор действительно был запечатан наглухо. Одна из участниц группы, специалист по древним строительным техникам, замечает необычные швы между блоками. Следов штукатурки или раствора нет, блоки плотно подогнаны друг к другу так, как если бы их вставляли при помощи какого-то утраченного метода, неизвестного классическим строительным школам Египта. Пока ведущий археолог с помощью фонарика изучает рельефы на дверном портале, ассистенты записывают все, что им удается рассмотреть. Вверху портала едва заметна руническая надпись на языке, не похожем ни на древнеегипетский, ни на греческий. Вспомогательный сканер фиксирует нестандартную символику, изогнутые линии, фигуры в виде змей, ряды точек и кругов, соединенных между собой словно какой-то неразгаданный код. На одной из стен чуть выше человеческого роста проступает слабый отпечаток ладони. Кто и когда оставил этот отпечаток, непонятно. Археологи осторожно накрывают его специальным материалом, чтобы провести последующий анализ. Рабочие раздвигают небольшой проход до ширины около 3 футов, чтобы можно было просунуть механический дрон глубже. Транспортный робот едет по гладкому полу, а команда напряженно наблюдает за всем происходящим через камеру. Позади массивной двери от первого удара света вспыхивают неизвестные цвета. Стены покрыты мозаикой из тонких золотых пластин, хоть археологи сразу понимают. Золото использовалось здесь не для украшения, а, кажется, носит ритуальный или технический смысл. Дрон фиксирует нацарапанные знаки на нижнем ряду плит. Короткая серия фотографий отправляется на планшет исследователей, и сразу видна разница с традиционными египетскими иероглифами. На несколько секунд связь с дроном прерывается, все затаивают дыхание, но затем картинка возвращается. Дрон внезапно оказался перед еще одной небольшой дверцей, скрытой за массивной плитой. Дверца слегка приоткрыта, видна щель, из которой сочится едва различимый фиолетовый свет. Решено не рисковать техникой и не пытаться силой пройти вовнутрь. Остается ждать согласования и помощи от властей. Лидер экспедиции требует, чтобы никто не обсуждал детали находки до получения официальных указаний, но среди команды прокатывается ледяная волна волнения. Все понимают, что открытый проход, скорее всего, не указан ни в одном археологическом докладе, ни в транспортных схемах, ни в каких-либо древних источниках. Археологи срочно поднимают архивные чертежи плато Гизы, сравнивают современные снимки с редкими кадрами XIX и XX веков, ищут хоть малейшее подтверждение существования аналогичных коридоров или планов под сфинксом. Ни в одной хронике, ни в переписках египтологов, ни даже в отчетах британских экспедиций, рывших эту местность столетиями, не найдено ни строчки о каких-либо скрытых помещениях или проходах близ лап сфинкса. Даже отчеты французской миссии Наполеона подтверждают только наличие больших вентиляционных шахт под пирамидой Хефрена, но о подземных коридорах под самим сфинксом — молчание. В свете новых данных археологи все больше убеждаются, кто-то намеренно скрыл проход, используя для этого редкий каменный материал и уникальную технику установки. Блок, найденный у лап сфинкса, точно не из местных карьеров. Анализ показывает присутствие следов насыщенного медью сланца, который добывался в других регионах Египта. Возможно, проход был создан отдельной группой ремесленников или жрецов, обладавших секретами, которых сейчас не найти даже в древних мифах. Пока команда в замешательстве изучает карты и фотографии, к плато подъезжают черные внедорожники местной службы охраны древностей. В считанные минуты территория оцеплена, никому больше не позволено покидать лагерь или общаться с прессой. Впечатление такое, будто кто-то ждал этого открытия или опасался его последствий заранее. Сотрудники службы молча осматривают проход, делают снимки и забирают все найденные артефакты для дальнейшей экспертизы. Руководителю экспедиции вручают строгий приказ немедленно прекратить любые работы до распоряжения сверху. В лагере воцаряется напряженное затишье, но даже под угрозой увольнения команда продолжает обсуждать увиденное. Самое невероятное, изолированный проход и скрытая дверь, не отмеченные ни на одной схеме, открыли путь в неизвестное, о существовании которого не догадывались даже самые смелые археологи. В этот момент ученые начинают подозревать. Если коридор прятали так тщательно, что удалось скрыть его от всего мира почти 2000 лет, тайна, ждущая за дверью, может оказаться куда значительнее всех известных открытий Египта.
Уже скоро выяснится, что скрытые символы и таинственные саркофаги внутри камеры только разогреют азарт и страх участников экспедиции. Пока экспедиция вынуждена ждать, как только первый доступ в скрытую подземную камеру официально одобрен, охрана снимает оцепление лишь для ключевых участников группы. Первыми спускаются ведущий археолог, ассистент с оборудованием для съемки и двое сотрудников службы древностей. Они проходят по коридору, освещая путь мощными лампами, и осторожно открывают приоткрытую дверь, которую дрон ранее показал на экране. За ней помещение высотой около 7 футов и шириной почти 10 футов, стены которого покрыты плотной, давно потемневшей штукатуркой. На поверхности отчетливо видны символы, вырезанные не острым инструментом, а выдавленные глубоко пальцами или чем-то мягким, словно сама штукатурка была влажной при нанесении. Первое, что притягивает взгляд, вертикальные ряды окружностей, соединенных линиями, и волнистые змеиные силуэты, переплетающиеся между собой. Сверху к потолку уходят изображения неизвестных летающих существ с крыльями, больше напоминающих древние ассирийские мотивы, чем канонические египетские рельефы. Между ними ни одного анакса, ни образа богов, ни традиционной иконографии. Символы не совпадают ни с одним каталогом иероглифики Бейкера или Гарднера. Ассистент делает серию макроснимков, чтобы успеть хотя бы что-то сохранить на случай дальнейшего изъятия находки. Справа от входа стоит массивный саркофаг из черного базальта, покрытый теми же знаками, что и стены. Он явно старше внешнего коридора, поверх символов выступают следы эрозии, а крышка частично покрыта золотистой патиной, будто металл проступил сквозь базальт за многие столетия. Крышка едва сдвинута, внутри не видно ничего, кроме плотной тьмы, мелькает только отблеск чего-то металлического на дне саркофага. Еще один, чуть меньший саркофаг в углу комнаты вырезан из красноватого гранита. Он украшен спиралями и линиями, явно не свойственными египетской эпохе Птолемеев, зато напоминающими миноанские или даже микенские орнаменты. Археологи, быстро сфотографировав все, что успевают, измеряют размеры. Черный саркофаг почти 6 футов в длину и 2,5 в высоту, тогда как второй чуть короче и массивнее. Крышки обеих плотно притерты к корпусу, ни одного следа ржавчины или разрушения. Эксперты службы древности в этот момент требуют от экспедиции немедленно прекратить манипуляции с саркофагами и только описывать находки. В центре комнаты лежит неизвестный артефакт, небольшая шкатулка из смеси меди и какого-то серебристого металла, покрытая причудливой чеканкой. На боковой стенке виден выгравированный силуэт женской головы с диадемой, по форме подозрительно похожей на изображение Клеопатры в римских барельефах. Пока экспедиция ждет дальнейших указаний, один из ассистентов замечает странную особенность. На полу разбросаны мелкие шарики из обсидиана и кусок тонкой золотой нити длиной почти в 1 фут. При соприкосновении с металлом на конце нити появляется слабое свечение, будто в комнате откуда-то просачивается электрический заряд. Фотографирование продолжается, но чем дольше археологи работают, тем явственнее ощущается тяжелый запах эфирных масел и засохших смол, типичных для ритуальных захоронений. В дальнем углу камеры обнаруживается третья ниша с отполированной пластиной, на которую нанесены знаки, не встречавшиеся нигде в Древнем Египте. Все надписи и символы мгновенно транслируются на планшеты участников, но расшифровка пока невозможна. С таким шифром никто не сталкивался даже в самых экзотических архивах. Один из охранников замечает, на внутренней стороне двери, ведущей в камеру, процарапаны короткие полосы, будто кто-то изнутри пытался ее открыть или сигнализировать о своем присутствии. Следы настолько свежи, что вызывают панику у части группы. Но команду вынуждают отойти назад. Срочно прибывшие представители службы безопасности в гражданском объявляют, что все данные с техники и фотоматериалы подлежат конфискации. В течение 1,5 часов команда под конвоем возвращается к лагерю. Энергия лихорадки сменяется ощущением утраты и недосказанности. В ночь после захвата найденных материалов над плато Гизы поднимается полевая буря, и уже к рассвету все следы раскопок засыпаны новым слоем песка. В лагерь привозят армейские палатки, территорию патрулируют военные, доступ к находке блокирован полностью. Однако несколько участников успевают обменяться короткими сообщениями. По их словам, ни один из саркофагов, найденных в подземной камере, не похож на типичные египетские усыпальницы, а комплекс символов на стенах и шкатулке слишком сильно отличается от всего, что найдено в Египте за последние 100 лет. Вскоре на плато прибывает комиссия из столичных властей.
Все, кто был в камере, обязаны подписать строгий отказ от разглашения. Среди местных жителей и рабочих начинает ходить слух о том, что открытие камеры совпало с неожиданным отключением электричества на всей территории Гизы. До сих пор никто не смог объяснить, совпадение это или результат какого-то древнего механизма, сработавшего при открытии двери. Пока египетские власти обсуждают судьбу находки за закрытыми дверями, в лагере царит напряженность и постоянный страх. Слишком много вопросов оставляет загадочная комната и ее содержимое. Но именно теперь, когда ученые только начали понимать масштаб открытия, они вынужденно отступают перед неизвестным, оставляя загадку символов и саркофагов под грифом абсолютной тайны. Но все знают, находка лишь подстегнула интерес к подземелью под сфинксом. Впереди будет еще больше неожиданных событий, когда таинственный артефакт, связанный с именем Клеопатры, станет причиной настоящей охоты за тайнами древнего мира. Когда доступ в скрытую комнату наконец становится возможным, первой задачей становится осмотр загадочного артефакта, лежащего на пьедестале в самом центре. Шкатулка из меди и серебристого металла сразу выделяется не только сложной чеканкой, но и ярким контрастом к грубым базальтовым и гранитным саркофагам. Археологи осторожно берут шкатулку в перчатках, поверхность холодная на ощупь, крышка запаяна полоской тонкой золотой проволоки. По бокам выгравированы узоры, резко отличающиеся от привычных египетских мотивов. Здесь в центре изображена женская голова в профиль, небольшая диадема в стиле эллинистического Египта и характерный крючковатый нос, напоминающий портреты Клеопатры из римских барельефов. При свете фонаря чеканка на мгновение отражает фиолетовый отблеск, словно под поверхностью находится иной материал или даже скрытая вставка из стекла. Пока ведущий археолог фотографирует детали, ассистенты заносят в журнал каждое отверстие и царапину на шкатулке. На нижнем ребре находят микроскопическую клейменную пломбу с греческими буквами. До этого подобные пломбы встречались только на редких монетах времен последней династии Птолемеев. Эксперт по эллинистической металлургии мгновенно замечает характерную манеру литья, смесь меди и редкого никелевого сплава, который в классическом Египте не использовался, а мог поступить только с греческих островов. Возникает первая рабочая версия. Шкатулка изготовлена для тайных нужд или ритуалов последней царицы Египта и каким-то образом оказалась под сфинксом. В этот момент начинается срочная фотофиксация, техника под угрозой изъятия, а представители комиссии в очередной раз требуют прекратить работы. Археологи, используя последние минуты, сканируют поверхность шкатулки лазером и обнаруживают еле различимые надписи по краям крышки, фрагменты текста на греческом и коптском, сохранившиеся только частично. Один из переводчиков спешно набирает расшифровку. Упоминание о третьем посвящении, царственной крови и таинственном ключе бессмертия. Эти слова накладываются поверх ранее найденных символов и лишь добавляют загадочности происходящему. Вскоре принимается решение скрыть часть фотографий на резервных носителях. Команда понимает, что государственные службы уже готовятся изъять все обнаруженное. За спиной усиленно обсуждается план вскрытия шкатулки, но официально никто не рискует приступить к работе без приказа сверху. В этот момент один из экспертов по археологии, незаметно для других, с помощью ультрафиолетового фонарика проверяет шкатулку на наличие скрытых чернил или надписей. Под ярким светом проступают едва видимые линии, формирующие карту с точками, явно указывающими на известные гробницы Александрии, и загадочную отметку рядом с устьем Нила, сейчас затопленным прибрежными водами. Один из сотрудников службы древностей требует немедленно вернуть артефакт на пьедестал, но едва шкатулка оказывается на прежнем месте, в комнате ощущается кратковременный запах горелой смолы, а на крышке шкатулки проступают новые темные пятна, будто появившиеся от перегрева или контакта с реагентом. Археологи спешат записать координаты и зарисовать план помещения. Становится ясно, что сам предмет каким-то образом реагирует на перемещение или изменение освещения в камере. Сразу же после этого к подземной комнате спускается директор столичного музея. Он требует изъять шкатулку и оба саркофага под предлогом необходимости срочной экспертизы в стенах министерства. В течение часа военные вместе с комиссией запаковывают артефакты в специальные ящики с защитой от вибраций и температурных перепадов. Страх повредить содержимое полностью парализует работу археологов. На партии ящиков появляются индивидуальные печати, документы подписывают без лишних вопросов. Не успевает команда отдышаться, как в лагере начинается настоящая суматоха. Кто-то из ученых слышит короткие обрывки разговора между представителями власти.
В них мелькают слова «Клеопатра», «секретное захоронение» и угроза для национальной безопасности. Любые попытки получить копию протокола упираются в молчание. В те же сутки среди экспедиции распространяется новость. На шкатулке, по первоначальным сведениям, обнаружено клеймо, идентичное личной печати Клеопатры VII, известной по единственному сохранившемуся золотому кольцу из Александрии. Несколько независимых специалистов по античным артефактам утверждают, что техника литья и гравировки на найденном предмете полностью совпадает с описаниями личных вещей царицы, исчезнувших после падения династии Птолемеев. Самое неожиданное, что ни в одной хронике, ни у греческих, ни у римских авторов нет сведений о перемещении предметов Клеопатры в район Гизы. В тот же вечер весь участок у сфинкса оцепляют военные наружные камеры, и мобильные сети полностью блокируются. К ночи несколько участников экспедиции срочно покидают плато, а журналисты и независимые блогеры, подъехавшие к окрестностям, получают отказы в доступе. На следующее утро в социальных сетях появляются странные сообщения от неизвестных аккаунтов. Фотографии шкатулки и базальтового саркофага мгновенно удаляются, а те, кто их выложил, будто исчезают из онлайн-пространства. В лагере продолжается тихая паника. Большинство участников экспедиции подписали строгие обязательства о неразглашении, а часть команды не может выйти на связь с родственниками. Археологи пытаются восстановить по памяти детали находки, формы чеканки, инициалы на клейме, контуры карты на крышке, фрагменты древнего текста. Но все, что связано с шкатулкой и ее содержимым, внезапно становится объектом закрытых совещаний и служебных расследований. В то же время в лагере все чаще замечают новых военных в штатском, которые внимательно наблюдают даже за повседневными действиями рабочих. Остается только догадываться, что именно удалось обнаружить археологам. Артефакт, явно принадлежавший Клеопатре, оказался скрыт в недрах плато Гизы, окруженный древними символами и неизвестными саркофагами. Его судьба теперь зависит от решений, принятых за закрытыми дверями, а те, кто хоть раз прикоснулся к этой тайне, уже понимают, отголоски древних интриг будут преследовать их гораздо дольше, чем сама экспедиция. Пока же, под тяжелым взглядом вооруженной охраны и комиссий, тайна загадочной шкатулки Клеопатры продолжает влиять на происходящее под плато Гизы, открывая путь к еще более тревожным событиям, о которых узнают только избранные. Когда официальная комиссия покидает лагерь, атмосфера на плато становится еще напряженнее, чем после первой находки. Военные в штатском практически не скрывают постоянного наблюдения за каждым шагом археологов. В лагере появляется целый ряд новых палаток, где сотрудники службы безопасности выстраиваются в строгие смены, контролируя передвижение не только ученых, но и технического персонала. Доступ к любому оборудованию строго регламентирован. На рассвете следующего дня изымают все планшеты, телефоны, камеры, даже частные ноутбуки экспедиции. Официальная версия для калибровки и проверки. Тем временем представители комиссии раздают бумажные уведомления о неразглашении, придирчиво сверяя подписи в списках допуска к подземной комнате. Уже к полудню несколько исследователей, фигурировавших в отчетах о шкатулке Клеопатры, бесследно исчезают из лагеря. Сначала это один из специалистов по древним текстам, потом техник, отвечавший за лазерные сканы поверхности саркофагов. Их вещи остаются нетронутыми, а коллегам сообщают, что сотрудники временно отозваны в Каир для дачи разъяснений. После их отправки телефоны больше не отвечают, личные аккаунты в социальных сетях мгновенно деактивируются, а адреса электронной почты становятся недоступны. Рядом с палатками тех, кто исчез, обходят вооруженные охранники, беседовать на эту тему строго запрещено. Параллельно группа технических экспертов от министерства начинает зачистку любых следов фотосъемки и записей. Все внешние жесткие диски и флешки, найденные у участников экспедиции, маркируются и помещаются в запечатанные ящики. За ночь исчезает даже резерв, оставленный на личном дроне одного из ассистентов. Коллеги уверены, что кто-то тщательно проверяет не только лагерь, но и ближайшие гостиницы, где раньше бывали археологи. Вслед за этим исчезают и бумажные копии. Часть журналов работы просто изымают, часть почти на глазах сжигают в небольших переносных бочках под присмотром военных. Заметнее всего популярность исчезновений становится после того, как несколько местных рабочих, замеченных у западного отрога плато, перестают выходить на смены и больше не появляются ни в списках награжденных, ни у себя дома. Родственники обращаются к охране, получают лаконичный отклик: временно переведены. В окрестностях Гизы усиливается присутствие полиции.
На дорогах появляются дополнительные патрули, каждую проезжающую машину теперь досматривают гораздо тщательнее, чем раньше. Спустя пару дней один из студентов, участвовавших в первых съемках саркофага, получает сообщение с неизвестных номеров. Ему угрожают, чтобы не разглашал даже детали обычной работы на раскопках. На двери его палаты обнаруживается короткая царапина в виде змеи, что совпадает с одним из символов, найденных на стенах подземной комнаты. Остальные члены команды опасаются говорить даже друг с другом. За ужином в лагере господствует полная тишина, вместо привычных обсуждений звучит только шум шагов патрульных. В эту же ночь по периметру лагеря устанавливают дополнительные ограждения, металлические сетки с сигнализацией и камерой ночного видения. Любой, кто задерживается за пределами разрешенной зоны, немедленно вызывается на допрос или отстраняется от работы до окончания расследования. Периодически по лагерю проходят внезапные проверки. Военные сверяют списки, пересчитывают персонал, требуют объяснить даже мелкое отсутствие в течение нескольких минут. Психологическое давление заметно сказывается. Несколько участников экспедиции просят отпустить их домой, но получают формальный отказ. Пока дело не закрыто, никто не покинет территорию археологических работ. В это же время в Каире главный музей древностей отменяет все публичные лекции о новейших открытиях на плато Гизы. Пресс-релизы резко сокращены до стандартных формулировок. Рутинные работы, ничего необычного не обнаружено. За кулисами музейных фондов кто-то срочно перебрасывает недавно найденные артефакты в закрытые залы, куда допуск есть только у высших чиновников министерства. Исполняющий обязанности директора музея отказывается делать даже краткие комментарии для прессы, ссылаясь на отсутствие подтвержденных данных. Некоторые независимые исследователи, которым удалось сохранить в телефоне хотя бы пару фотографий шкатулки или базальтового саркофага, внезапно теряют доступ к своим устройствам, гаджеты ломаются или окончательно пропадают. Социальные сети наводняются слухами о том, что все причастные к странной находке исчезают с радаров, аккаунты блокируются, профили архивируются без следа, а попытки пересылки фотографий приводят к мгновенной блокировке сообщений. Параллельно по египетским телеканалам невероятно быстро прокатывается волна новостей о технических работах у сфинкса, где ни слова не говорится о находках или даже о работах археологов. Интернет-издания, писавшие о необычном скоплении силовиков на плато Гизы, удаляют публикации сразу после появления коротких официальных опровержений. Несколько иностранных корреспондентов, заметивших замаскированные грузовики, пытаются взять интервью у местных жителей, но те отделываются одними многозначительными взглядами и отводят глаза. Кто-то из студентов, не выдержав давления, ночью выскакивает из лагеря, чтобы позвонить родным, но пересечение периметра заканчивается его исчезновением. К концу недели атмосфера становится настолько гнетущей, что даже самые опытные участники экспедиции предпочитают сохранять молчание. Часть группы уверена, что за ними наблюдают не только на плато, но и после возвращения в город. Археологи сбиваются в небольшие группы, обсуждая только детали, не связанные с раскопками. Те, кому удалось тайком сохранить копию фотографий, уничтожают все носители, чтобы не попасть в зону подозрений. Судьба главных свидетелей открытия остается неизвестной. Лишь спустя месяцы в научном мире начинают перешептываться. Двое исчезнувших сотрудников якобы устроились на работу в Европе, еще один экспедитор бесследно пропал по дороге домой. Все, кто подписал отказ от разглашения, тщательно избегают контактов с журналистами. До сих пор остается загадкой, что именно стало причиной такой масштабной зачистки, и почему крупнейшие мировые институты не дают ни комментариев, ни подтверждения самому факту открытия подземной комнаты под сфинксом. Но на плато Гизы жизнь не замирает, следующее событие вот-вот изменит ход всей египетской археологии. С наступлением первой полной недели после находки под сфинксом плато Гизы меняется до неузнаваемости. Здесь больше не действуют привычные законы археологической работы. За периметром лагеря без остановки курсируют патрули, а военные внедорожники исчезают в направлении Каира только под покровом ночи. Вся территория вокруг скрытого коридора теперь усыпана временными инженерными конструкциями. Металлические заборы, навесы, блокираторы, установленные за считанные часы после внезапного приказа сверху. Любой доступ к раскопкам для всех, кроме сотрудников службы безопасности, полностью прекращен. Археологи, чьи имена фигурировали в протоколах комиссии, получают новые бейджи ограниченного допуска. Теперь они могут работать только в специально выделенных секторах, не приближаясь к подземной камере ближе, чем на 20 ярдов.
Днем над раскопками нависает плотная строительная сетка. Она не только скрывает место находки от спутников и дронов, но и создает дополнительную преграду для случайных прохожих. Утром на территорию прибывают инженеры в штатском, вооруженные металлическими детекторами и георадарами. Они сканируют почву по всему плато, отмечая флажками каждый подозрительный сигнал. Параллельно группа спецработников устанавливает приборы для контроля влажности и температуры под поверхностью, по официальной версии, из-за опасности оседания грунта. Впрочем, простым археологам не сообщают никаких подробностей. Любые попытки задать вопрос встречаются жестким молчанием. В разгар рабочего дня военный инженер вызывает к себе одного из старших археологов. Ему вручают список дополнительных работ: сбор проб грунта, анализ сланцевого камня из прохода, фиксация микроскопических вкраплений металла. Все это проводится под пристальным наблюдением сотрудников министерства, которые лично опечатывают пробы и подписывают протоколы передачи. После завершения отбора образцы немедленно грузят в специальные контейнеры и отправляют под охраной в столицу. Таким же способом вскоре вывозят несколько ящиков с архивными бумагами и инструментами, использовавшимися в первую неделю раскопок. В это же время в лагерь доставляют крупногабаритное оборудование, генераторы, мощные радиостанции, даже полевые серверы. По слухам среди рабочих, часть техники предназначена для установки сканерных сеток глубинного зондирования. Предположительно, ими будут проверять не только найденную комнату, но и весь массив под сфинксом на предмет других скрытых коридоров. Местных жителей, снабжавших лагерь водой и продуктами, теперь не подпускают ближе, чем на половину мили. На въезде в регион выставлены блокпосты, всех водителей и пассажиров записывают в журнал. Сами археологи строго поделены на небольшие группы. Одни заняты документированием уже известных артефактов, другие переводят старые записи для передачи в архив, третьи обучают сотрудников службы безопасности основам работы с древностями. Любые попытки выйти из лагеря без сопровождения пресекаются сразу. Однажды студенту, задержавшемуся у колодца после заката, вручено официальное предупреждение о нарушении трудовой дисциплины. Переписка строго ограничена. Отправить электронное письмо или простой текст теперь возможно только с разрешения старшего по смене, а все интернет-каналы контролируются локальным фильтром. Одна из главных задач текущих дней — изучение осадочных слоев, покрывающих найденную комнату. Полевые специалисты собирают опробование песка на всех отмытиях вокруг подножия сфинкса, сравнивают состав с образцами из других частей плато. По типу зерна и примеси они пытаются вычислить, откуда и когда происходило последнее крупное засыпание входа. Но все результаты сразу изымаются министерством. Полевые журналы, карту находок, даже пробирки — все отключено от доступа археологов. Параллельно в лагерь приходит слух. Ночью в район подземной камеры спустилась небольшая группа неизвестных специалистов с кейсами и аварийным освещением. Несколько часовых отмечают вспышки фиолетового света под основным входом, явление, которое ранее уже фиксировали члены первой экспедиции при контакте с шкатулкой из меди и серебристого металла. Однако официальных объяснений никто из наблюдавших не получает. Утром следы переброски оборудования тщательно засыпаны песком, а охрана усиливает наружный периметр. Среди рабочих возрастают слухи о новых находках. Якобы военные нашли второй коридор, ведущий вглубь под плато, но эту информацию никто не подтверждает. Даже опытные египтологи, приглашенные на плато для консультаций, подписывают расширенные соглашения о неразглашении, а после работы их вывозят обратно в Каир под охраной. Количество журналистов в районе плато Гизы резко уменьшается. Любой, кто пытается приблизиться к зоне раскопок, задерживается полицией под формальным предлогом нарушения общественного порядка. По вечерам в лагере царит непривычная тишина. Обычные обсуждения сменились короткими обрывистыми разговорами. Никто не рискует высказывать догадки или пересказывать услышанное. В редких случаях некоторые из археологов обсуждают возможные следы древних ремонтов в структуре самого сфинкса. На швах у основания отмечают свежие сколы, словно кто-то совсем недавно аккуратно вскрывал каменные блоки для установки дополнительной защиты или коммуникаций. Однако любые попытки сфотографировать детали заканчиваются изъятием техники. Тем временем по всей округе усиливаются меры безопасности. Местным рыбакам и фермерам запрещают приближаться к плато, а на дорогах патрулируют вооруженные группы. Вдоль периметра территории устанавливают дополнительные прожекторы и датчики движения, чтобы никто не смог проникнуть на раскопки даже ночью. Все эти меры выглядят необычно жесткими.
Особенно если учесть, что официальная версия до сих пор остается прежней — плановая реконструкция коммуникаций на памятниках древности. В течение следующих недель ситуация не меняется. Любой прогресс в расшифровке символов, выявлении новых артефактов или анализе найденного металла сразу попадает под гриф секретности. Даже внутри близких кругов коллег все обсуждения ведутся шепотом, на языке намеков. Ни одна из независимых лабораторий Европы или США так и не получает доступа к образцам из подземной камеры. Международные институты молчат, а любые попытки публикации статей о находке блокируются на ранних стадиях редакторами ведущих журналов. Таким образом, под плато Гизы продолжается масштабная операция по сокрытию информации, в которой участвуют не только представители властей Египта, но и приезжие эксперты из других стран. Внешний мир получает только отрывочные, фрагментарные сведения и редкие фотографии, которым почти никто не решается доверять. Но даже при полном затишье и жестком контроле над археологами становится ясно, под сфинксом теперь идет не просто борьба за историческую истину, а настоящая игра разведок и ученых, где каждая крупица информации может перевернуть всю историю Древнего Египта. Как долго продлится эта блокада и будет ли хоть что-то из найденного доступно миру, никто не берется предполагать. Но все, что произошло здесь за эти дни, уже стало самой загадочной главой в современной археологии и до сих пор остается тайной, скрытой под песками Великого плато.